Помнится, примерно 5 месяцев назад я уже выкладывал аналогичное видео. Правда, с совсем противоположной идеей, в котором я, пусть и не призывал зрителей не покупать Виту, но очень много сетовал на ее бесполезность и неактуальность. При этом Вита до сих пор остается моим вторым основным устройством для игр. Пусть и играю я уже довольно редко, но, понимаешь, работа там, друзья, личная жизнь, ежедневное трогание травы... Что, нет? Ну ладно, тебе, видимо, не понять. В общем, даже несмотря на то, что интересных для меня игр с того видео не то чтобы стало сильно Так, стоп, погодите-ка. Что? Прошло 4 месяца, сегодня канун Нового года. В канун Нового года, как известно, происходит всякая чертовщина и чудеса. А у меня, как помнят мои старые подписчики, есть традиция в виде публикации новогодних видео. А еще есть традиция в конце этих видео вставлять какой-нибудь бонус. И бонус будет и сегодня, в конце ролика. Ну, да ладно, не будем нарушать традицию и начнем. И начнем, как повелось, с предыстории. Свою Виту я купил год назад, и за все время я попробовал на ней относительно небольшое количество тайтлов. Собственно, и вышло на Вите интересного лично для меня довольно скромное количество. Однако его точно хватило, чтобы искренне в нее влюбиться, расчувствовать и сделать ее своим основным игровым устройством. Поскольку играю я сейчас в целом редко и преимущественно в простые или старые игры. И так бы в общем и было, если бы в один день я в очередной раз не предавался прокрастинации и не изучал список готовящихся портов на Виту. В тот день я обнаружил там ее, свою любимую, заваленную контентом на 1000 реплеев игру. Игру, которая воспитала во мне совесть и сделала меня человеком. LEGO Star Wars The Complete Saga. В самом порте этой старой простенькой игрушки нет ничего феноменального. Графически она несложная, да и геймплей ни на что не претендует. Нормальное такое хрючево для детишек, ужаленных в голову ностальгией. Нормальное хрючево и почти ничего необычного. Почти. Просто именно этот порт лично я очень ждал. Именно ради этого порта лично я бы купил Виту, но самое главное, именно этот порт вышел 3 месяца назад. А знаешь, что действительно впечатляющего портировали на Виту всего неделю назад? Unreal. Нет, не тот, который Tournament, а просто Unreal, сюжетный шутер из 98-го. И впечатляет тут больше сам факт, что спустя столько времени жизнь этой устаревшей, слабой и брошенной еще в младенчестве консоли до сих пор поддерживают поклонники и все никак не дают ей умереть. Об этом сегодня и пойдет речь. О фанатском сообществе Виты, о ее сцене и причинах, по которым я бы мог рекомендовать купить эту консоль уже в 2025-м. Начнем с чего попроще, с портов с андроида. На данный момент уже подтверждено завершение работы над 59 портами игр со смартфонов, и еще 17 находятся в работе. Разумеется, не все из них достойны твоего внимания, однако в незапамятные времена на мобилке выходило много годноты. Взять ту же LEGO Star Wars, с которой я начал это видео. Она является полноценным портом со старших консолей, а контента в ней хватит на несколько жизней. И хотя у ее порта на Виту есть некоторые баги, например, иногда у нее отваливается звук, игра все равно полностью проходима. Да и разработчик обещал в ближайшее время ее доделать. Кстати, да, ссылки на все репозитории, о которых я говорю, я оставлю в описании под видео. Другим занимательным портом является Dead Space Mobile. Полноценная часть Dead Space, но почти что специально для вашей Виты. Специальная, потому что эта версия работает даже лучше, чем оригинальная игра, поскольку она не поддерживает геймпады. В порте для Виты же реализована и поддержка нормального управления, и устранены некоторые баги. Для любителей гоночного жанра есть Need for Speed Hot Pursuit, правда, да, тоже с мобилки. Поэтому на шедевральный графон и AAA геймплей рассчитывать не стоит. И тем не менее, в игре, как и в ее старшей версии, доступна кампания и за полицейских, и за гонщиков, так что спасибо сообществу за порт, с учетом того, как мало гоночных игр официально вышло на Вите. Быть может, когда-нибудь мы дождемся и, о ужас, игры с золотой эпохи НФС? Хотя, конечно, вряд ли, однако, чем черт не шутит? Не могу стороной обойти и запавшую мне в душу Galaxy on Fire 2, которую я проходил лет 5 назад, пока лежал в больнице, и название которой успешно вылетело у меня из головы. Забавно, что именно Вита сейчас заставила меня вспомнить о такой игре, и, возможно, я даже перепройду ее. А для тех, кто не в курсе, это отличный космосим с торговлей и интересным сюжетом. Также есть спорт, да, я, наверное, сейчас никого не удивлю, Geometry Dash. Это полноценная портированная игра, она работает, тут, в общем-то, и добавить нечего. А еще Bad Pix, Monument Valley и Altis Adventure. Да, на самом деле забавно, точно не уверен, но такая любовь к портированию игр с андроида на сцене Виты, насколько мне известно, обусловлена созданием SO Loader, специального загрузчика, который позволяет нативно запускать игры с телефонов на Вите. Честно говоря, я сам не до конца понял, что сейчас сказал. Я не являюсь разработчиком игр и категорически мало в этом смысле. Однако я привел цитату не последнего человечка со сцены, и это мягко говоря. Кстати, этот же человек с непроизносимым ником портировал на Виту Yo-Yo Loader, с помощью которого потенциально можно запустить любую игру, созданную на движке Game Maker Studio.
правда, только потенциально. Для понимания, это тот самый движок, на котором работает Hotline Miami, Katana Zero, Undertale, Nuclear Throne и, судя по этому списку, еще чертовски много игр. И перед тем, как мы перейдем к действительно впечатляющим проектам, нужно упомянуть еще 3 части финалки, 3-ю, 4-ю и 5-ю, а также о таком себе Mass Effect, Battlefield Bad Company и Fahrenheit. Вообще, ссылки на полные списки портов и на другие полезные ресурсы я оставлю в описании. На сладкое я оставил, конечно же, игры Rockstar. Например, GTA Chinatown Wars. Прекрасная мобильная часть известной франшизы с характерным юмором и аутентичным олдскульным геймплеем. Я проходил ее давно на своем телефоне и не так давно начал перепроходить на Вите. Вторая игра Max Payne Mobile, и это не совсем та самая игра со старших консолей, это даже лучше. И нет, это не шутка. Также выходил порт юбилейного издания Bully. Он работает и работает хорошо, хоть и не без косяков. Наконец, главная жемчужина портативной коллекции, которая еще долгое время будет считаться одним из лучших портов, GTA San Andreas. Повторю свою мысль из первого видео о Вите. Да, этот порт правда особенный и правда заслуживает его внимания. Особенный в первую очередь своими ощущениями. Если ты никогда не запускал эту легенду в портативном формате и всегда играл только на стационарных консолях или ПК, то настоятельно рекомендую это скорее исправлять. Лично у меня с этой игрой тесная связь с детства, и я прямо сейчас уже, наверное, раз в 10-й прохожу ее. Кстати, не могу не похвастаться, я впервые закрыл автошколу на золото. Правда, поскольку прежде мне казалось, что в этой игре нет ничего сложнее автошколы, теперь у меня просто не осталось никаких оправданий, чтобы не пройти ее на 100%. Игра, кстати, работает прекрасно. На этом моменте у тебя может возникнуть логичный вопрос: а где же остальные игры трилогии? Не переживай, это я решил так плавно подвести к новому разделу ролика с портами не с какого-то полупокерского андроида, а с полноценных игровых платформ для гигачадов. И начну я с того же, на чем и закончил. Еще 2 части GTA, Vice City и Тройка, были портированы с ПК. Насколько я знаю, обе игры используют версии Steam. Наконец-то можно страдать от миссии с вертолетиком и на своей портативке. Хотя я довольно холодно отношусь к этим частям GTA, не признавать их значение и влияние я не могу. А еще тут я должен упомянуть о том, что наши соотечественники в данный момент заканчивают работу над модификациями для всех частей трилогии, которые возвращают вырезанную музыку, а также исправляют другие детали в этих играх. Модификации спокойно встают поверх существующих фанатских портов, и тебе не придется ничего начинать заново. Ну и раз я начал о них говорить, пусть это и не совсем относится к теме видео, нельзя не напомнить о их глобальной модификации Майнкрафта с говорящим названием Minecraft Enhanced, который, к моему сожалению, слишком сильно меня затянул, и я опять забыл, что мне ролик надо делать. В данной модификации было добавлено множество улучшений, отсутствующих в официальной игре. Музыка, ресурс-паки, а также разблокированы все DLC. Но самое главное, работа над этим проектом ведется до сих пор, и обновление модификаций с новыми апдейтами выходит регулярно. За всеми новостями этих ребят можно следить в их группе в ВК и чате в Телеграме, в который, я очень надеюсь, они скоро переберутся. Кроме того, они еще недавно разработали сайт, с которого можно скачать некоторые порты и дополнительные материалы к ним. В качестве благодарности за их реально титанический труд по освещению новостей портативной сцены и разработке модификаций можешь подписаться на них. Я думаю, им будет приятно. А еще можете подписаться на мою телегу. Я туда тоже загружу полезные материалы, ну и в целом там происходит основной движ и все новости. Так, что-то мы отвлеклись. Из интересного на Виту сравнительно недавно вышел порт, любимый многими, Simpsons Hit and Run с PS2. Насколько я знаю, вышел он потому, что в сеть утек исходный код игры. Порт качественный, иногда, конечно, фризит, но это практически не мешает играть. Более того, есть видео со сравнением производительности игры на Nintendo Switch и Vita. Разумеется, на более мощном железе она идет лучше, однако тот факт, что умельцы смогли портировать ее на слабое железо Vita и хорошо оптимизировать, точно заслуживает уважения, как по мне. Но что точно впечатляет, порты Hollow Knight и Cuphead. У рыцаря довольно долгая и запутанная история разработки, однако в итоге он все равно добрался до релиза и был успешно портирован, а теперь более чем играбелен. А вот последняя версия Cuphead была выпущена всего-то 11 октября этого года. Также нельзя не упомянуть и другие игры, которые сообщество пыталось или успешно портировало. Категория с говорящим названием, не совсем понятно зачем и для кого, но спасибо. В эту категорию я в шутку заношу такие проекты, как Fallout для Vita, есть первый и второй. Оба работают, хотя я в Fallout никогда не играл, поэтому уверенно ничего утверждать мне не стоит. Еще есть первая часть легендарный Postal, первые 2 Baldur's Gate и Diablo. Сори за такой беглый обзор всего этого добра, я просто глупенький и вообще подобные игры не выкупаю. Зато выкупаю Думчик. Ладно, не выкупаю. Вообще Дума на Вите довольно много, начиная с первой части RPG, заканчивая, сейчас без шуток, Doom 3, который, правда, работает лишь наполовину, или лучше будет сказать не работает, но за попытку спасибо. Да и вообще, кто я такой, чтобы осуждать работу легендарных людей в комьюнити Виты? А еще на Виту портировали мою любимую халву. Сделали это с помощью движка Xesh 3D, который позволил запускать на Вите как саму первую часть Half-Life вместе со всеми аддонами, так и Counter-Strike. До второй части халвы умельцы
владельцы, правда, еще не добрались, но когда-нибудь, я уверен, случится и это. Вообще, в целом, все, что я сейчас рассказываю, это не какая-то уникальная информация, а компиляция роликов вот этого парня за последние 5 лет. На его канале регулярно выходят новости Homebrew, плюс он держит связь с некоторыми разработчиками свиты. Вещает он на английском, но это не должно быть проблемой для тебя. Да и к тому же в своей телеге я размещу гайд на один плагин, который позволит тебе смотреть ролики на английском и не только языке с переводом на русский в реальном времени. И нет, речь не про Яндекс.Браузер, потому что Яндекс.Браузер я в рот еб... Короче, если нужны свежие новости со сцены и не только про Виту, но и про другие портативки, все это есть на его канале. Так сказать, первый источник. И мы, кажется, опять отвлеклись. Последняя категория портов самая скромная, и я в ней выделяю всего 2 достойных представителя. Это оригинальные или эксклюзивные порты для Виты. Да, сейчас бы в почти 2025 году разрабатывать игры эксклюзивно для консоли, которая по всему миру продалась тиражом всего в 15 миллионов. Тем не менее, кто-то ж подобным занимается, и слава богу, именно благодаря этим людям она вообще жива. Итак, игры таких всего 2. Первая — это Vita Hot, как сказано на каком-то там сайте, переосмысление Super Hot. Геймплей, собственно, перед тобой. А вот второй проект уже интереснее, поскольку выходил только на 2 платформах, на Vita и ПК. И имя этому шедевру Purified. Да, это реально оригинальный проект, в данный момент разрабатываемый для Vita. Представляет он из себя шутер от 3-го лица в духе старых игр и комиксов, со своим характером и стилем. Тут, собственно, и по одному оформлению официального сайта понятно, какой у игры характер. А еще на сайте указано, что эта игра стала победителем какого-то конкурса в Фухен, посвященному Homebrew на Вите. И вот это уже интересно. Да, кроме шуток, комьюнити уже несколько раз организовывала конкурс, посвященный разработкам энтузиастов. У последнего, собственно, Фухен 2023 даже призовой фонд был. Но самое примечательное, у конкурса несколько номинаций. Оригинальные проекты для Виты, порты с других платформ и даже программы и утилиты для самой консоли. Да уж, комьюнити Виты не перестает удивлять. По возможности и при твоем желании я призываю тебя принимать участие в подобных инициативах, даже если просто распространяя о них информацию. Потому что в самом факте разработки на эту консоль ничего удивительного нет. А вот в том, что она официально не поддерживается уже больше 5 лет, и что разрозненное сообщество фанатов запилило на нее контента больше, чем Sony вместе со всеми своими студиями, уже вызывает удивление, если не сказать большего. А помнишь, я в прошлом ролике сказал, что на Виту еще выходил эмулятор Dreamcast? Так вот, он действительно выходил под названием Flycast. Правда, его последняя версия вышла 2 года назад, однако, согласно таблице, опубликованной его разработчиком Renegade Manti, текущая версия эмулятора позволяет нормально поиграть в 53 игры. Еще 89 относительно играбельные, но имеют некоторые ошибки, мешающие комфортному игровому процессу. Ну и оставшие 58 неиграбельны вовсе. Ссылку со списком совместимости я тоже оставлю в описании. А еще на момент съемки прошлого ролика я не знал о существовании эмулятора Nintendo DS для Vita, а он есть. Его разработка началась этим летом, а последняя версия вышла в конце октября. Он уже поддерживает достаточно много интересных проектов с этой консоли. Однако о корректной эмуляции говорить пока рано. Полный список поддерживаемых проектов ты можешь найти на странице с обсуждениями в репозитории проекта на GitHub. Да, ссылка, как всегда, в описании. Собственно, к чему я вообще всю эту телегу разгоняю? Когда в прошлом ролике о Vita я говорил, что эта консоль не нужна, я, конечно, не был настолько хорошо знаком и погружен в порты и доморощенный контент. И тем более не отдавал себе отчет, насколько это все вообще феноменально. Что люди порой в одиночку и всегда без бюджета и на чистом энтузиазме портируют крупные игры и даже создают свои. Да, на Vita все еще довольно мало проектов, выходивших официально, да, у нее все еще есть проблемы с эргономикой и тупыми гиммиками, однако ее все еще любят, на нее все еще что-то выпускают, и она еще долгое время не умрет, если это вообще когда-нибудь случится. И отвечая на комментарии под прошлым видео, почему таких портативок уже не делают, ведь есть вот Nintendo Switch, потому что и Vita, и PSP, и DS, 3DS интересны в первую очередь своими эксклюзивами. Речь, конечно же, идет про эксклюзивные игры, являющиеся неполноценными портами со старших платформ. Конечно, тот положняк, что мы имеем сейчас, когда на Nintendo Switch запускается 3-й Ведьмак, а портативки на винде соревнуются мощностью с консолями текущего поколения, является естественным развитием игровой истории. Мощности растут, разрыв между портативными и стационарными консолями сокращается, возможно, скоро и сами консоли как концепция перестанут существовать. Однако у меня возникает вопрос, будет ли у фанатов Nintendo Switch такая же любовь к нему, как, предположим, к геймбою, который большая N доела до талого, и который до сих пор подает признаки жизни. Ну, ладно, я склоняюсь к тому, что все-таки будет. Это же Nintendo, они знают, что делают. Но будет ли такая же любовь к другим консолям текущего и будущего поколения? Не знаю. Время покажет, и думать об этом сейчас бессмысленно. И вообще, нам пора закругляться. Но прежде, в видео я несколько раз упомянул легендарного разработчика для Vita под ником Renegade Manti. Так вот, на просторах интернета есть его интервью. Я это интервью с английского перевел настолько, насколько мне позволили мои навыки. В них есть достаточно интересного, в том числе и немного разговоров о будущем Vita и консолей в целом. В конце концов, кому как не человеку, благодаря которому эта консоль до сих пор жива, рассуждать о будущем. Интервью я опубликую в своем телеграм-канале в посте с этим видео. Очень рекомендую почитать, если
если ты интересуешься. Ну, а на этом у меня все. Большое спасибо, если ты досмотрел до этого момента, и спасибо тебе за год. Уходящий 2024 был для меня довольно удачным. В новом году желаю тебе и себе добиваться всех поставленных целей, не терять веры в чудеса, любить то, что делаешь, и оставаться добрым и светлым человеком. Ну и, конечно же, плотно кушать и высыпаться. Все начиналось как обычно, шампанское, глупые концерты по всем каналам, бенгальские огни и мандаринки. Скажи, ну почему с тобой нам этого было мало? И мы пошли по вечеринкам, меняя бар за баром, кафешки и рестораны. Левые квартиры, пьяные дуры и кретины, как же нас еще не арестовали? С этими глазами мы могли бы играть в аниме. Мой язык заплетался б, если бы не онемел. Так, ну, собственно, все. Все разбрелись, кто куда, а я еще остался. Вообще, Vita реально удивительное устройство, и я теперь стараюсь на ней проходить, или, по крайней мере, пробовать все, во что я хотел сыграть на старших платформах. Конечно, я все еще надеюсь на порт какой-нибудь NFS из золотой эпохи, хоть Undercover, ей-богу, я буду счастлив. Но так, в целом, я уже определил достаточно крупную коллекцию игр, которые мне надо попробовать. Ничего от Undertale сегодня ночью будем проходить. Я лично продолжу ждать, пока не выйдет корректно работающая версия Лего Звездных войн. Вот тогда я точно пропаду из онлайна навсегда. А нет, вот когда выйдет лаунчер для запуска Java Майнкрафта, ну, это совсем уже фантастика. Так, что-то я затянул свои прощальные речи. Еще раз большое спасибо за просмотр. Я очень рад, если ты сейчас слушаешь этот монолог. Правда, спасибо тебе. Желаю в новом году всего самого наилучшего, успехов во всем, побольше приятных игр в коллекцию и хороших людей вокруг. Пусть у тебя все получится. Кстати, да, если не сложно, напиши в комментариях, о чем ты хочешь увидеть следующий ролик. И если тема будет достаточно интересной, я обязательно что-нибудь сделаю по ней. Ну, все, давай, беги к друзьям или родственникам. Удачи и с Новым годом. Много не пей.